Злата попалась на глаза волонтерам, которые сразу поняли, что собаку нужно спасать. Она была настолько худой, что сквозь кожу просвечивала каждая косточка, взгляд был даже не печальным, а полностью потухшим, словно ничто в жизни животному больше не было интересно. От слабости Злата с трудом держалась на ногах, а передвигаться старалась по земле и траве, поскольку асфальт и камни причиняли слишком много боли ее травмированным лапам. Несмотря на свое ужасное состояние, Злата сохранила признаки породы, характерные для русской гончей. Особую стать и благородство не смогла уничтожить даже голодная жизнь на улице. Сразу стало понятно, что прежний хозяин редко общался со своей питомицей, не гладил ее и в целом, почти не уделял ей внимания. Собака не привыкла к близости человека, не понимала, зачем ее хотят погладить или в целом прикоснуться к ней. Она и сейчас не любит, когда ее трогают, не понимает ласки. В то же время было видно, что собака приучена к беспрекословному подчинению. Злата моментально выполняет любые команды, подчиняется и терпит, даже если понимает, что процедура будет болезненной. Даже легкое натяжение поводка заставляет ее остановиться на месте. Скорее всего, предыдущий хозяин добился от нее такого смирения, применяя весьма жестокие методы. Радости в жизни Златы немного, но поездки в машине оказались для нее очень воодушевляющими. Скорее всего, раньше такие поездки были предзнаменованием скорой охоты, единственного источника радости в ее печальной жизни. Страшно представить, с чем Злате приходилось сталкиваться раньше. Как только она постарела и стала плохо видеть, а значит, не могла охотиться, хозяин просто бросил ее, не думая о том, как она будет выживать одна посреди зимы. Ветеринары провели исследования и пришли к выводу, что собака многие годы прожила в плохих условиях. Скорее всего, она жила в холоде и испытывала недостаток даже в дневном свете, из-за чего многие ее внутренние органы сильно пострадали. Хорошего питания Злата также не знала, по мнению врачей, ее рацион состоял из костей и объедков, но и их никогда не было вдоволь. У животного была повреждена передняя лапа, возможно из-за жизни на улице, а может, из-за жестокости человека. Этого мы не узнаем, как и того, почему зимой она оказалась у монастыря, во двор которого ее привел запах еды. Очень хочется, чтобы хотя бы последние свои годы Злата провела в тепле, чтобы она узнала, как ощущается забота, вкус хорошей еды и теплоту человеческих рук. Пока Злате предстоит операция на лапе, но врачи возьмутся за нее только после того, как отек станет меньше, а из раны выйдет вся грязь. Злата живет на передержке и, судя по всему, пока это лучшие условия из всех, которые она знала за свою жизнь. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!